длинный день. Не повторяйте это дома. Ironman. Индикаторы, а не ограничитель. Забрать все. Та самая вторая зона. Цитоплазму. Значит, что зоны смещаются, а митохондрии. Как определить, что вы в зоне 2? 4000 калорий потратил. Триатлеты только так и питаются. С одной тренировки на другую. Приток сил. Главный критерий зоны 2. Жизнь есть жизнь. Устал уже, но это триатлон. Bogdan Kovalenko. Just before we started here for the men. Right. Feeling pretty good right now, 400 watts. So I don't know a lot about this athlete. Again, Kovalenko also running really, really well. I see right now on screen. Now just we see Bogdan currently in second place. Нормально. Красота. Всем привет, на связи Богдан Коваленко, тренер по триатлону и профессиональный триатлет. Сегодня у меня длинный велозаезд на 4 часа, большая часть ТТ-позиции с интервалами в зоне 2. Немного расскажу про зону 2, про свою подготовку, поснимаю кадры. В общем, возможно, будет интересно. Вторая зона, в принципе, самая эффективная, особенно на начальном уровне. Но и профессионалам приходится много делать именно в этой зоне, для того, чтобы в первую очередь поддерживать здоровье. Ведь вторая зона улучшает кровоток в мышцах, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, вообще улучшает здоровье. У любителей, например, которые только начинают свой путь в спорте, самое эффективное — это делать вторую зону. Прирост к результату, если там объем увеличится до 6-8 часов просто во второй зоне в неделю, будет сильный. А другим, более продвинутым, нужно уже помимо второй зоны делать и третью, и четвертую, и пятую. То есть полноценно развивать свою форму. Делаю первый интервал на границе второй и третьей зоны. То есть где-то, как принято говорить, fat max. Максимальное окисление жиров здесь происходит. И уже немножко вырабатываются углеводы. Вот эта зона где-то 270-280 ватт у меня. Также уже нагрев. 38,7 температура тела. И интервал уже 24 минуты идет. Так что сейчас заканчиваю, беру лактат, проверю все. Замерил лактат, получилось 2,2.
Это выше, чем я думал, поэтому сейчас буду чуть-чуть снижать мощность. Второй интервал вот на 30 минут пойдет уже полегче. Просто сейчас происходит нагрев. У меня вот температура тела 38,6, индекс 3. Это сильный нагрев. Получается, организм вынужден кровь направлять к тканям кожи для охлаждения, потовыделения. Поэтому мышцы смещают зоны, работают в гипоксическом режиме. Будем адаптироваться и менять. Все, я сейчас отдыхаю и снова в путь. Второй час тренировки. Уже начинаю уставать. Виды, конечно, красивые, но в основном я всегда вижу вот это вот. Просто асфальт. Ну и цифры на часах. Я ношу часы на тренировках, так как просто некуда компьютер поставить, так чтобы он и аэродинамично был, и удобно было смотреть. Поэтому я использую часы вот в таком положении. Третий час на велосипеде. О, жарит уже, будь здоров. Солнце. Тело нагревается. Вот график поставлю. Видно, что... что видно? Что нагреваюсь. Индекс растет. То есть температура тела, внутреннего ядра и кожа. Это значит, что зоны смещаются. И та же зона 2, что когда-то была холодную погоду зоной 1, сейчас может быть зоной 2 вполне. Поэтому двигаюсь по ощущениям. Еще 1,5 часа крутить педали. Еще интервал. Мало. Но по сути нужно двигаться по ощущению. Поэтому сегодня я выше второй зоны не полезу. Буду вот так спокойно крутить. Этого будет достаточно, чтобы дать стресс моим медленным волокнам для создания больше митохондрий. Опять же, вторая зона. Во второй зоне работают в основном только первые волокна. Поэтому во второй зоне мы стимулируем как раз выработку митохондрий. А митохондрии — это клетки, которые помогают транспортировать и окислять энергию с помощью кислорода. И чем больше их в мышцах образуется, тем аэробнее, выносливее мышцы становятся. Поэтому вторая зона очень хорошо воздействует на именно первого типа волокна. Как определить, что вы в зоне 2? Можно просто по субъективным ощущениям. Обычно это оценка из 10 на уровне 3-4. Либо еще один индикатор — это пульс. Пульс — это индикатор, а не ограничитель. Многие думают, что пульс ограничивает их способности. Но по сути нет. Чем больше делаете адекватной нагрузки, тем лучше приспосабливается сердце, адаптируется, качает кровь эффективнее. Поэтому пульс — это не ограничитель. Ограничитель — это энергообеспечение, кислородно-транспортная система. И как раз вторая зона очень хорошо развивает, то есть и кислородно-транспортную систему, и сердечно-сосудистую систему. И он у меня сейчас 144, 140. Это примерно 75% от максимума моего. Поэтому это как раз по теории та самая вторая зона. Но, повторюсь, я ориентируюсь больше на ощущения. И также использую различные гаджеты. Тот же вот на мышцы закрепленный Moxy монитор, Core Sensor. Вот, у меня уже 38,5 нагрев ядра тела.
Не повторяйте это дома. Хотя на станке как раз можете повторить. Хочется забрать все. Красота. Вот мой любимый. Проехал 93 километра. 2 часа 40 минут. Очень высушился. Нужно пить побольше. То есть здесь у меня 2,5 литра уже выпил. Сейчас налью еще 2 литра. И еще час 20 крутить. Важно восполнять воду на таких тренировках, так как сейчас вот в Турции сильный нагрев происходит тела и кровь сгущается, поэтому важно отодвигать этот момент и больше пить, восполнять жидкость в организме, то есть цитоплазму поддерживать на уровне. Тогда будет легче, и зоны будут меньше сдвигаться вниз. Фух, 4-й час. Осталось до дома всего 35 километров. Там Газипаша, город. Единственное вот этой трассы нюанс. Мне надо ехать в гору, а у меня ТТ-велосипед, на котором установлена одна звезда на 58 зубчиков, а сзади 11,32. В итоге мне надо давить где-то 260 ватт с каденсом 45-50. Это такой нюанс. Но я считаю, это плюс. Прорабатываю мышцы, которые плохо участвуют в педалировании на высоком каденсе. И улучшаю технику педалирования. Проехал всю тренировку, купил вон хлеба, сейчас обед будет. Вся дистанция получилась вот столько, 4 часа 20 минут, чуть больше, чем думал, 4000 калорий потратил, вот, но съел всего 280 грамм углеводов. В конце прям почувствовал, что ноги, именно медленные волокна, устали, и то, что нужно, получилось. График нагрева тоже выставлю. Нагревался сильно, то есть сейчас уже адаптация к жаре идет, поэтому очень важно. Вот хорошо, что я тогда снизил интенсивность, лактат показал, что я перебирал из-за нагрева, скорее всего, потому что зона сдвинулась. Вот, поэтому хорошая тренировка. Сейчас немного перекусить, чуть-чуть отдохнуть, чуть поплавать и побегать. Вот, а так все хорошо. Чуть-чуть, конечно, устал уже, но это триатлон. Крупу? Крупу. Будешь? Нет. А, да? Да. Прикольно. Пойди кушать, пожалуйста. Пожалуйста, срочно. Обед. Наш скромный обед. Да.
Идем плавать. У меня напарник. Вот. Заставили. Спарринг-партнер теперь появился. Все. Плаваю. Нет! Такой красивый под дно сегодня. Кому-то не понравилось плавать. Сейчас покормишь кошечку. Да, не радостно? Посмотрим. Опа, опа. Бежит, бежит. Ты что? Хоть какая-то радость, да? Думаю, да. Сива довольна. Нет. Между плаванием и бегом совсем небольшой перерыв был. Хорошо себя чувствую. Вот сейчас 50 минут бега. Также в зоне 1-2. Ничего особенного. Просто также дать волокнам первого типа понять, что им еще и бегать после всей этой нагрузки. Вот сейчас уже заход солнца. Красота, конечно. Такая красота благотворительно влияет на восстановление. Переход с одной тренировки на другую дается легче. Так что то, что у нас получилось тренироваться и чуть надольше остаться в Турции, очень хорошо, надеюсь, скажется на форме. Также зона 2 и на беге работает, и на велике, и на плавании. Все аналогично. Медленные волокна. Развиваем медленные волокна. И здоровье. Сейчас у меня мощность 360, пульс 145. Уже вечер, поэтому попрохладней. Гораздо приятнее, чем на велике. А то на велике я прям спекся. Надо время для адаптации к жаре, к теплу, нагреву. Зоны, конечно, сильно снижаются. Вообще в моей подготовке часто присутствуют такие длинные дни. Мне они очень хорошо дают стимул для моего здоровья. Я прям чувствую приток сил, а не отлив. Если вы чувствуете, что после таких дней у вас наоборот сил убавляется, значит, скорее всего, вы не в той зоне работаете. Поэтому сбавляйте и кайфуйте. Можно медленно бегать, но при этом развиваться. Медленно кататься, но при этом становиться выносливее. И становиться все быстрее и быстрее в итоге. Сегодня воскресенье. Необычное на самом деле. Обычно я делаю какие-то интервалы, потому что сейчас все-таки соревновательный сезон уже. И хорошо бы провоцировать волокна второго типа. Но эта неделя наложилась так, сказались бытовые обстоятельства. Поэтому я просто подкорректировал план, как и делаю своим спортсменам. Жизнь есть жизнь, меняем. Надо менять и тренировки, чтобы они накладывались на жизнь оптимально.
Хорошо бежится? Ну как ты тут вообще оказалась? Привет. Вот так вот в Турции прерывают тренировки, да? Решил последний километр добежать со Светой. В ее зоне 2, в моей зоне 1. Вот, у Светы зона 2, это 6 минут. Тебе легко? Да, очень кайфушно. Кайфушно. Это главный критерий зоны 2. Должно быть кайфушно. Все, закончили сегодняшний день тренировочный. Осталась нетренировочная задача. Купить арбуз. Гидратация. Мальчик, девочка. Iron Man. Iron Man. Это наше любимое место. Да? А это наш ужин. 9 вечера. Про-триатлеты только так и питаются. Если вы не про-триатлет, или вы про-триатлет, то вы должны так питаться. Если не про-триатлет, не так. Тут и белки, и жиры, и углеводы, все есть. Лучшее питание. Хлеб, сыр, йогурт. И сколько времени уже? 40 минут. С 20:10. Без 20:10. Вот так вот живут профессиональные триатлеты. Все, всем спорт, всем спасибо. Там подписка, лайк, дизлайк, коммент. Всем удачных тренировок. Кроме тех, кто ставит дизлайк. Да, кроме тех, кто ставит дизлайк.